Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши новые встречи с Юрием Дудкиным. Он на связи. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Взаимно. Юрий Анатольевич, вы знаете, конечно, это очень интересно, как выступает Дмитриев в США, как Трамп летит в Азию, как будет обсуждать Си Цзиньпином Украину. Это на самом деле очень большие и классные темы, за которыми очень здорово спрятаться. Спрятаться и убежать от реальности. Мы находимся в таком периоде, эпоха такая, какой-то постправды. Ну, эпоха, где можно выйти по Тураеву и сказать: смотрите, бусификация – это искусственный интеллект. И вообще, откуда ты это взял, хочется спросить. Ну вот, смотри, в Луцке мужичок не забежал, закрыт парадная, да, закрыта там под дверь в подъезд. Его сразу схватили, женщину в сторону, вот это все. В других местах этого много. Под Киевом, в Киевской области, нашли избитого, переодетого с затянутым галстуком, чуть живого мужичка, которому там, ну, в общем, изрядно поработали по телу и повестку бросили. Так это же вроде, ну, живые люди. Комментарии ТЦК касательно отдельных эпизодов, вот эти дурацкие, бюрократические, это же официальные комментарии. Нет, говорит, есть общественная организация, они проанализировали, все снято на неподконтрольных территориях, все, в общем-то, это вранье. Вранье. Плюс вранье о фронте. И, кажется, мы не замечаем главного, да, главного, к чему идет война. Вот с такого максимально общего вопроса я бы хотел начать. Война к чему идет в эту эпоху постправды? Как вы отвечаете на этот вопрос? Знаете, очень сложно ответить на этот вопрос. Я даже себе не могу ответить. Почему? Потому что на сегодняшний день правила войны, если брать, так сказать, исторические вехи не только нашей страны, и бывшего Советского Союза, и других стран, войны шли совершенно по-другому. Совершенно. Даже в нацистской Германии, вот то, что вы рассказали, я знаю об этих фактах всех, меня тоже это шокирует. Даже в нацистской Германии не применялось столько силы против собственного населения. Но это уму непостижимо. Даже нацисты против своих арийцев, граждан своих, не применяли какую-то физическую силу для того, чтобы мобилизовать мужчин в вермахт. Не было этого. Ну и плюс ко всему, конечно, надо отдать должное нацистским преступникам, в частности, Йозефу Геббельсу, да. Как бы то ни было, он единственный был, так сказать, в верхушке Третьего рейха с высшим образованием, имел, значит, звание доктора наук. Но он сумел так построить пропагандистскую машину, что не нужно было немцев физически к чему-то принуждать. Там многие немцы действительно были одурманены, как, кстати, и украинцы. Вот. Только, видно, что-то где-то не доработали в Украине. А немцы шли служить, особенно фолькштурм, который был уже организован в 1945 году, в конце 1944-го, в начале 1945 года. И там шли туда и старый млад в этот фолькштурм. Никто никого не тянул. Это яркий такой исторический пример. Конечно, вот все то, что мы видим, да, вы правильно упомянули слово «постправда», словосочетание. Я сам иногда поражаюсь. Вот насколько ложь стала просто-таки атрибутом власти. Я не беру только здесь, скажем, там Украину. Возьмите тоже те же Соединенные Штаты. Взять, например, отношения США и Советского Союза, да, абсолютно противоборствующих держав, которые всегда друг другу желали одного – гибели. Советский Союз говорил, что Запад – это загнивающая структура, и он таки загниет, сгниет. А в Соединенных Штатах говорили, что Советский Союз – это империя зла, и с ним надо покончить как можно скорее. Это было откровенно, но это было понятно. Вы посмотрите, что творится сейчас.
между двумя, такими двумя, целым рядом, поскольку мир уже многополярный, уже эпоха однополярного мира ушла. США это не хотят признавать. Они прекрасно понимают, что это их проигрыш на международной арене, будем так говорить. И они не хотят этого признавать. Но в целом все государства, ну, такие, которые когда-то были под пятой Соединенных Штатов, они признают, что однополярность ушла. Опять же, возьмите на том же Мадагаскаре даже, если опять же избавляются от французского колониального ига, и оттуда французы бегут, аж пятки сверкают. Это как раз говорит об этом. Ну, а о том, что Соединенные Штаты проигрывали везде, где только могли в послевоенный период, это тоже факт. Но, тем не менее, в Вашингтоне уже, кстати, месяц идет шатдаун. Представляете, месяц шатдаун. Военным не за что кормить свои семьи. Я вспоминаю свою службу, да, при Кучме военную. Это середина 90-х. Там тоже был шатдаун, только другого рода. Вот. Там все растаскивалось через залоговые аукционы, в том числе и военное имущество, и вооружение, и техника. Вот. Такой себе шатдаун был, не в пользу страны. То здесь американцы военнослужащие стоят в очередях за вот этой, то ли там похлебку выдают, то ли сухпай, я не знаю, чтобы прокормить семьи свои. И президент говорит, да, все нормально. У нас все нормально. Уже 37 триллионов долларов внешний долг, причем несколько десятков миллиардов только за последний вот этот месяц добавился во внешний долг в связи с этим шатдауном. А президент врет нации, аж шуба заворачивается, как говорят в народе. У него все в порядке. Вот он сейчас говорит, опять же, более, скажем, лживого президента, чем Трамп и Байден. Да, в принципе, все они, начиная там после Рейгана, все они врунишки, такие мелкие. И на это ведется американская нация, понимая то, что, скажем, деваться-то некуда. Они на материке, окруженным двумя океанами. Вот. И уехать, скажем, тому же украинцу из Украины, я думаю, гораздо проще было, чем с американцу уехать куда-нибудь в Европу. Но дело не в этом. Я же опять говорю, что Соединенные Штаты сегодня настолько заврались, говоря даже о том же мире, да, на Украине. Уже сколько было сказано, пересказано американскими чиновниками, президентами, что они здесь ни при чем. Вот они ни при чем. Вот на Украине это все возникло только лишь потому, что туда вторглась Российская Федерация. Но они ни при чем, абсолютно. Вот тот, кто действительно не помнит, что происходило в начале 2000-х, что происходило в 2014 году на Украине, ну, тот, может быть, и поверит этому, да? Но говоря о том, отвечая на ваш вопрос, что дальше будет, ну, продолжение войны. Я не вижу никаких пока, даже на то интервью, кстати, довольно толковое, которое дал господин Дмитриев, глава РФПИ, я думаю, что он даже сам понимает, что, скажем, человек, как человек государственный, он не может быть предельно откровенным, раскрывать все замыслы Российской Федерации, потому что вражда между США, Западом и Российской Федерацией, Китаем и КНДР, я подчеркиваю, Соединенные Штаты сейчас наиболее беспокоит вот этот триумвират России, Китая и КНДР. Это 3 ядерные державы, между прочим, с колоссальным мотивированным населением. И Дмитриев даже
понимаете, скажем, сотую долю не рассказал того, что, в принципе, планируют в Кремле. Это понятно. Но с точки толковой я почему говорю? Потому что он там четко обозначил основные принципы, значит, влияния России на Украину и установление долгосрочного мира, при каких условиях он может наступить. А наступить он может, если так говорить проще, по-народному, для нашей аудитории, наступить он может тогда, когда оттуда уйдут американцы из Украины. Вот они как туда своими лапами зашли всеми четырьмя, как свиньи в корыто. Вот так они там и распоряжаются, и остаются. Вот. А вот этот кровавый мальчик с бородой бегает по всему миру, да, и только лишь выпрашивает оружие. Потому что нужно выполнять те поставленные задачи, которые ему ставят из Вашингтона. Если он не будет этого делать, он лишится власти. Ну, тут вопрос, из Вашингтона или из Лондона? Он же в Лондоне очень хороший визит провел. Я говорю провел. о Вашингтоне как о главном, скажем, сателлите Запада. Да, безусловно, из Лондона тоже, конечно. Я, может быть, не уточнил, вы совершенно правы, что поправили меня. Потому как первое, скажем так, вмешательство во внутренние дела Украины еще в начале 2000-х, это как раз оно было из Лондона. Вы совершенно правы, Александр. Вот. Тогда уже американцы подсуетились, мол, что мы, хуже британцев, что ли? Давайте-ка мы тут пошарудим в Украине. Вот. Начали там плотно работать с Кучмой, потом с Януковичем, ну и так, с Ющенко тем более, ну и так далее и тому подобное. Поэтому что будет далее с войной, никто не знает. Никто абсолютно. К миру мы даже не приближены. Всем любителям мороженого, я говорю, я сам люблю мороженое, но я не имею в виду сливочное мороженое. Ой, Байден тоже любил мороженое. Байден тоже любил, да. Я говорю о заморозке войны, так называемой. Мне вот это слово «заморозка боевых действий» меня просто коробит. Вы там себе, думаю, мозги лучше разморозьте и нормально, трезво придите в себя, рассуждайте, если вы хотите понимать что-то в политике международной, в глобальной политике. Поэтому ни о какой заморозке речи не пойдет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Вот. Какая-то из сторон должна проиграть. Это я вот что. Я не знаю, кто победит. Вот. Хотя надеюсь на то, что киевский режим падет, нацистский режим. Вот. Но одна из сторон должна проиграть. И это, думаю, будет Украина. Ну, смотрите, пока что этого не просматривается в том виде, в котором вы громогласно заявляете, потому что диспозиция следующая. По крайней мере, вербально. Дмитриев, которого вы упомянули, он так вот более-менее риторически, вербально, на уровне интервью на Fox News демонстрирует, что Россия готова к трезвому разговору, к пересмотру каких-то позиций. Да, говорит, вообще мало на самом деле пунктов, 3 там всего он обозначил. Да, то есть нужны гарантии, да, пожалуйста, готовы дать гарантии. Но есть русские люди, там русскоязычные на территории Украины. Нейтральность – это как бы гарантия для российской стороны. В общем, поле для дипломатии есть. Вместе с этим я почему коалицию желающих вот тоже вот хотел бы отдельно на ней остановиться. Есть же документы, они же собрались, там Дания выходит на первый план, да? Премьер-министр Дании резко говорит, что все думали, что мы сдуемся, а мы не сдулись, мы сильны, ряды наши крепки. Рютте выходит, говорит, у Путина нет ни сил, ни идей, ни людей, вообще ничего нет. То есть мы на правильном пути. Стармер тоже. В общем, все помогают Украине. И декларируют и говорят об этом. Но тут же какая штука, что, значит, если даже война остановится, говорит коалиция желающих в совместном заявлении, будем продолжать давить на Россию, потому что нужен справедливый мир. Если, условно, война остановится,
попрут какие-то мультинациональные, многонациональные войска в Украину, которые будут восполнять боеспособность ВСУ и готовить, в общем, ВСУ, чтобы боеспособность была, плюс обеспечивать безопасность на море, в воздухе, на суше. То есть, абсолютно такой план, который противоречит любым, этим первоначально заявленным. Как будто Россия уже проиграла, то есть и готова на все после этих санкций. Вместе с этим важно же, как это отражается на поле боя сейчас. Не через 3 года, когда Гриппины, первая партия, поступит, а вот сейчас. У нас сейчас на войне тоже постправда. Выходит специфической, конечно, специфического масштаба человек, берлинская, волонтер, которая дронами занимается и так далее, которая прямая Кстати, вина... миллионер, так, на заметочку возьмите себе. Очень специфической, Да. свойства их характеристики фигура, но тем не менее, он говорит, трещит все. Пехоты нет, людей нет, катастрофа. Описывает, вполне себе дает толковый анализ поля боя. В ответ что мы слышим? Да, это она вот это жути нагоняет, потому что, не верьте ей. Она вот хотела быть министром обороны, обиделась. И вообще это такая прелюдия, чтобы всех гнать на войну, поэтому не обольщайтесь от трезвости анализа того, что она приводит. Но а как тогда понять, что происходит на поле боя? И действительно ли, кто прав? Россия, которая медленно продвигается, и уже есть угрозы конкретно Херсону, Сумам, Харькову, большим городам. Плюс вопрос времени Покровск, Купянск и ряд городов. Или Зеленский, который говорит, смотрите, военным путем 1% только продвинулись. И это он встегивает на Западе, и на Западе это принимают и рисуют вот эти планы, о которых я сказал выше. Тоже получается постправда. Как вы думаете, откликается поле боя отражается ли вообще в этом зеркале разбитом? Смотрите, давайте начну, скажем так, по порядку. Вы говорите о прекращении войны. Или Запад говорит. Я не знаю, может, это вы Запад декламировали, да? Зеленский говорит. Это не ваше мнение, правильно? Нет. Фраза «прекращение войны». Я хочу всегда спросить, каждый человек, говоря что-то, да, какую-то фразу, что-то утверждать, должен чем-то это подтвердить. То есть на чем это основывается? Значит, если вы расставляете... Что значит прекращение войны, Александр? Если вы расставляете вот эти риторические ловушки, я вам подкину в нашу дискуссию козырь, который вы не сможете побить. Хотите? Давайте. Раввин Днепра вышел и заявил, что война закончится 15 января 2026 года. Ему об этом сказали большие люди из США и Европы. Я пас. Во-первых, абсолютно идиотская эта фраза, ничем не подтверждающая. Я, скажем, понятия не имею вообще, что вкладывают люди, произнося ее. А тем более раввины, скажем. Вот. Говоря о еврейском казачестве, да, на Украине, которое никак не может восстать, а наоборот, открывает памятники нацистским прихвостням типа Бандеры и Шухевича, то от них можно ожидать всего чего угодно. Я боюсь, нынешний режим, поскольку боевые действия затягиваются еще на несколько лет, не принялся уничтожать не только русских, но и не принялся рассматривать еврейский вопрос. А это вполне вероятно. Поэтому я господину Раввину мог бы лишь пожелать успехов в его поприще и быть немножечко повнимательным, но чемоданы держать наготове. Это первое. Второе. Я все-таки, как я повторюсь, не понял, что это такое. Бог с ним. Второе. Готовность говорить. Да, Дмитриев говорит готовность говорить. И Российская Федерация всегда говорит о том, что она... Даже уже Путин сказал, что он и с Зеленским готов говорить, но было бы о чем предметно говорить. И что касается готовности говорить,
то как контртребование и Зеленский, и Запад требуют немедленного прекращения огня. Вот это их условие просто такие сквозит во всех выступлениях. Раз вы хотите говорить, прекращайте огонь. Ну, такого не бывает. Даже Почему? если, объясню почему. Даже если Российская Федерация, прекрасно понимая, с кем она имеет дело, да, 8 лет рассмотрения Минских соглашений, условия их выполнения, Россию очень многому научили. Причем об этом признались сами западные руководители, которые фиксировали все, что происходило на Украине. И 21 февраля 2014 года, и в декабре 2015 года, подписывая Минские соглашения. А затем они сказали, ну и что мы подписывали? Это была уловка, это был обман, чтобы дать Украине подготовиться к войне широкомасштабной с Российской Федерацией. Вот истинное лицо Запада. Это начало нашего разговора о лжи, тотальной лжи. На самом высшем уровне, подписывая даже документы на бумаге, шли на то, чтобы обмануть своего визави. И сегодня же та же самая картина. Они опять выдвигают эти же требования о прекращении якобы огня, но на самом деле будут перегруппировываться, заводить иностранные войска на Украину, довооружать Украину, дофинансировать. Даже в нынешней обстановке, если, не дай бог, опять же, я просто-таки остерегаюсь этого, произойдет вот это прекращение огня, то хватило бы для того, чтобы начать новую эскалацию действий между НАТО и Россией на территории Украины, хватило бы полгода для того, чтобы все это сделать. Абсолютно хватило бы полгода. И потом с новой силой, с новыми резервами, с новыми укрепрайонами война продолжалась бы. И будет продолжаться еще дольше, чем она должна продолжаться сегодня. Поэтому я абсолютный в этом плане реалист и считаю, что переговоры можно вести даже тогда, когда идут боевые действия. Ничего этому не мешает. Если Украина и режим, который захватил сегодня власть, хотят хотя бы какую-то культяпку из этой страны под названием Украина сохранить. И сохранить хотя бы ту горстку народа украинского, которые еще остались на территории Украины. Ну и в заключении, так сказать, этого вопроса я хочу сказать следующее, что войну остановить могут два государства – США и Российская Федерация, договорившись. Вот пока идут боевые действия, да, несмотря на эти жуткие обстрелы, которые, кстати, были сегодня тоже ночью, я имею в виду по Украине, и те обстрелы, которые ведутся Украиной по территории Российской Федерации, там тоже гибнут гражданские люди. Вот. США и Россия должны на сегодняшний день говорить. Когда Трамп узнал о том, что ни о каком прекращении огня Российская Федерация твердо убедила в этом Запад, его не будет, он отказался, вернее, он не отказался, он передвинул встречу в Будапеште. Вот вам яркий показатель того, что Запад опять манипулирует тем, что должен делать. А он просто должен уйти из Украины, еще раз повторяю. Потому как если еще Россию и Украину связывает большое историческое прошлое, громадное историческое прошлое, то на Западу на Украине вообще нечего делать. Это захваченная территория колонизаторами, которые они хотят прекратить огонь, да, там в какой-то степени затем востребовать от Российской Федерации путем похищения золотовалютных резервов за рубежом, а затем, так сказать, диктовать уже свои условия по выкачке оттуда природных ресурсов и так далее и тому подобное. Это же все известно, господи. Но опять же говорю, что Кремль не пойдет ни на какие уловки сегодня.
Почему нет, скажем, как многие задают мне вопрос, почему нет такого стремительного наступления на украинские позиции? Но я уже об этом говорил и отвечу еще раз, что тактика современной войны меняется. На сегодняшний день можно гораздо больше угробить людей бесконтактным способом ведения войны, чем идти танковыми клиниями и штурмовыми атаками целыми армиями, где под пулеметным и артиллерийским огнем люди будут падать, как пшеничные колосья. Не будет этого. Сегодня другая тактика ведения войны. И это мы видим на примере Украины. Украину, если говорить так, по-честному, по чесноку, берут измором. И Запад в том числе. Там не знают уже, откуда брать деньги. Они все нам хвастались. Вот, у нас такое ВВП, что мы Россию сломаем там в 2 счета. Еще они говорили там как раз вот в 15-16 году. Где же это ВВП ваше, ребята? Вы отказались от дешевых российских энергоресурсов, но свое положение не поправили. Вы покупаете втридорога американские энергоресурсы. У вас останавливаются ведущие отрасли промышленности. Экономика стагнирует. Вот. Поэтому они и хотят прекращения огня, чтобы немножко, так сказать, встряхнуться, накачать друг друга. И затем опять проводить свои замыслы в плане стратегического поражения России. Что касается поля боя. Значит, в Лиман зашли на восточной части, это, говорит, украинский паблик Deep State, да, российские войска. В Покровске идут бои, причем украинские солдаты говорят, что сдали часть районов, да, или как это правильно сказать, частей Покровска, там 2, речь идет о 2 таких, там кварталы, улицы, в общем, о 2 регионах, о 2 районах этого города. Но, в общем, там как бы опять прикрывают это все фиговым листком потужности, что, мол, не ведитесь, это ИПСО. Запорожское направление тоже пылает и горит. И вовсю обсуждается история Черниговского фронта. Он как-то как черт из табакерки, само определение, как название, да, то есть мы понимаем, что в Сумах есть как бы на плечах исхода Курской операции, есть плацдарм у Российской Федерации на территории Украины, но вот все говорят Черниговский какой-то фронт. И Херсон, тоже много как бы тайно покрытая мраком, есть ли бои в городе, ДРГ в городе, нет, артподготовка была сумасшедшая. Прошлым утром мы видели, как так обычно обстреливают города, когда заходит достаточно внушительное количество сил, а не какие-то там 3-4 человека. Как оцените события на фронте, перечисленное, может, чего добавите? Ну и самый главный аспект. То есть опять все крутится вокруг того, что если человек поднимает какую-то проблему, вот какую-то конкретную, например, Херсон, да, он обвиняется во лжи и ПСО и называется нехорошими словами, но конкретно суть проблемы не раскрывается. А суть проста. У нас картинное, демонстрационное контрнаступление, о котором говорят которую неделю под Добропольем. Этот добропольский контрудар, который тоже есть, нет, много вопросов, тяжелые бои, встречные бои. Но туда же брошены резервы. Вот как из Херсона бросили на Сумское направление, да, как и в других местах. То есть это все следствие растягивания, растергивания, растаскивания вооруженных сил Украины. И грамотные люди это отмечают. А на каком-то официальном уровне, да, это все отказываются признавать. Все вот эти попытки контрнаступления, о которых вы сказали, они давным-давно захлебнулись. Еще неделю назад. Даже больше. Поэтому здесь я даже комментировать ничего не буду. Во-первых, потому что слишком мало на Украине вооружений. На сегодняшний день украинские солдаты довооружаются уже даже американским стрелковым оружием.
То есть не хватает даже стрелкового оружия, уже не говоря об артиллерии, минометах, реактивных системах залпового огня, ну и так далее. Все это выбивается. Вот, выбивается очень грамотно российскими войсками. Вот, используются и снаряды с космического самонаведения «Краснополь», и различного типа дроны, я даже их перечислять не буду. И это оружие совершенствует Российская Федерация. У нее есть колоссальный научный потенциал, инженерный. И самое главное, производственная база очень хорошая. Поэтому перспектива Украины, которая простреливается вдоль и поперек, с юга на север и с запада на восток, возродить свое ВПК, улучшить положение своих войск, снабдив их отечественным вооружением, перспектив никаких. А Запад, скажем так, пытается, да, что-то там довооружать. Стармер пообещал там тоже какие-то ракеты, аж 100 штук, вот, которые, ну, никак не нанесут колоссального ущерба Российской Федерации. Вот. Для того, чтобы вести войну с таким государством, как Россия, Китай, Индия, где есть колоссальные не только людские ресурсы, но и экономические ресурсы, нужно иметь самому что-то подобное. Украина не имеет ничего. Украина полагается лишь только на Запад. И полагалась всегда. Что если вот мы 8 лет на юго-востоке Украины будем проводить какие-то действия в отношении восставших шахтеров и металлургов, вот, нам этого хватит. Но если Россия к нам сунется, нас Запад защитит. Ну вот, как мы видим, нифига не защитил. Второй момент. Вы, наверное, в курсе. Если нет, то я сообщу, что этой ночью российское командование выдвинуло ультиматум Покровской группировке о сдаче в плен. То есть они должны сложить все оружие, всю амуницию и выйти, как это было в Мариуполе, организованной колонной и сдаться, если они хотят сохранить жизни. Я думаю, что судьба Покровска решится на следующей неделе. Это раз. И также такая же судьба ждет и города Димитров. Это как раз те клещи, в которых находится сегодня вся эта группировка. Что касается Купянска, там-то уже не ахти идут дела. Находится в полукольце. Все дороги перекрыты российскими войсками. Причем прострел идет такой, что даже по полям нельзя выйти из этого окружения. А тем более провести ротацию войск и пополнить запасы БК и продовольствия. Нет никакой возможности купянской группировки это сделать. Поэтому будущее, скажем, в успех, так называемый в кавычках, контрнаступления, я бы взял под большое сомнение. Об этом очень здорово щебечет господин Зеленский, особенно когда просит оружие, да, у Запада. Но пока что никаких зримых успехов нет. А если учесть, что по-прежнему существует колоссальный дефицит личного состава в вооруженных силах Украины, а на войне, прежде всего, каким бы ни было современным оружием, судьбу войны решают люди, то, безусловно, в этой связи у Украины нет никаких шансов. Даже те гестаповские методы отлавливания украинских граждан в тылу не приносят зримых результатов. Вот. Я уже не говорю о тех сотнях тысячах дезертиров, сдавшихся в плен военнослужащих Украины, которые были таким образом мобилизованы. Речь сейчас очень серьезно стоит, и об этом говорят в Верховной Раде, о мобилизации женщин и снижении призывного возраста. Я думаю, что тоже к Новому году они что-то там родят. Мне кажется, что те ребята, которые уехали 18-22 возраста в Европу, воспользовавшись этим, так сказать, этой оплошностью правительства по наставлению Евросоюза, им очень повезло. Вот. И я думаю, что это те люди, те молодые граждане Украины,
которые никогда уже не вернутся в Украину. Ну, может быть, за редким исключением. Вот так мы растеряем свой генофонд. Вот так Украина представляется мне в будущем. Ну, их могут Без вернуть. украинцев. Польский премьер бывший говорит, что... Да, слышал. Мы вернем, ничего страшного. Классный подарок для Зеленского, классное Но оружие. вы заметили, как ведущий ему парировал? То для того, чтобы возвращать, нужно привести в поле Конституцию Польши, в определенное поле. Полиция Польши не имеет права этого делать. Это не полиция Украины, которая встала, да, какой-то, я не знаю, прислужницей этого ТЦК. Это не полиция Украины. Польская полиция – это все-таки европейская полиция, будем так говорить. Там есть свои уставы, там есть свои инструкции. И строго польскому законодательству поляки полицейские действуют в соответствии с этими нормами. По поводу Покровского ультиматума, вообще ситуация такая жуткая. Ну, мне так говорили, но опять-таки это все очень непроверенная информация от таких источников. Ну, давайте так. Можем не раскрывать свои источники, но тем не менее, знаете, сейчас же тотальное СЗЧ. И, ну, это проблема, действительно, она поднимается, и на нее особо глаза, конечно, можно закрывать долго, но все равно она ударит очень больно. Ну, вот как Трамп же говорит, что, типа, журналист спрашивает, Путин говорит, санкции против нефти – это ерунда, да? А Трамп говорит, посмотрим через полгода. Ровно на эти полгода, вы их сегодня тоже вспоминали по поводу там, перемирия, что через полгода можно все восстановить. То есть, За неделю он же хвастался. Нет, но имеется в виду, я имею в виду я понял. восстановить боепотенциал и опять начать снова войну. То есть опять эти магические полгода. И вот примерно через полгода вот это вот количество ужасных СЗЧ, количество ужасного СЗЧ, оно как бы отразится и на тыле, и на действительно фронте. Ну там... Когда в электричке человек, его поймали ТЦК, он убежал в СЗЧ, его остановили и подрывает себя гранатой в электричке. И там пограничница погибает, он сам погибает, еще люди пострадали. Это только такие симптомы того, что происходит. Но там уже какая история, да, что, в общем, рапортуют наверх командованию, что давайте выходить из полуокружения Покровского. Вообще из Покровска давайте уйдем, отойдем, отодвинемся. А Киев, Сырский, Зеленский, Ставка говорят нет, как, ну, мы это видели, да, по Авдеевке, по другим, Угледар тут то же самое. Это из свежего, ну, из недавних населенных пунктов. Говорит нет, стоять до конца. И они уходят сами, как бы нарушая закон и пополняя статистику вот этих СЗЧ. Смотрите, вполне себе приказ может быть дан задним числом. И такие эпизоды тоже в этой войне мы видели. Но это же подрывает любой авторитет командования. Это разлагает армию изнутри. Как последствия этого правильно оценить? Ну, во-первых, вот это СЗЧ, ну, я так расшифрую зрителям, самовольное оставление части. Оно не бывает в составе роты, взвода, понимаете? Это абсолютно разные вещи. Отступление организованное или сдача в плен – это не СЗЧ. Самовольное оставление части – это может осуществляться либо одиночно, либо какой-то небольшой группой лиц. Там 3-4 человека, не более. Вот. Потому что для этого им нужно еще сговориться. Как это организованно сделать и не попасть под пули своих же нацистов, которые в тылу стреляют тебе в затылок. Если ты оставляешь укрепрайон, в котором ты находишься. Поэтому это абсолютно разные вещи. Что касается, значит, отступления и вот этого так называемого СЗЧ. Ну, везде же есть свои причинно-следственные связи, да? Я повторяю и неоднократно ранее повторял, что мудрость военного руководства не заключается в том,
чтобы оставить людей на произвол судьбы. Сегодня командование, даже брать самое такое низшее, ротного звена офицеры, находятся за десятки километров от передовых позиций в украинской армии. Я уже не говорю о высшем командовании, там полковники, генералы. И они находятся черт знает где. В Славянске, в Краматорске, понимаете? Но они никак не находятся там, где идут боевые действия. Чтобы своим примером показать, скорее всего, не своим примером, а своими мозгами, если у них они есть, показать, как нужно воевать. Как сохранить людей. Вот что самое главное. Ведь в годы Великой Отечественной войны там, естественно, была другая абсолютно тактика ведения войны. Но все-таки каждый командир, когда шли в лобовую атаку и шли большие потери, об этом есть немало документов и мемуаров наших великих полководцев, маршала Советского Союза Жукова, маршала Советского Союза Василевского, то всегда комбаты шли на свой риск, страх и риск, докладывая высшему руководству вооруженных сил Красной Армии, что атаки больше не будет. Я потерял большую часть людей. Все. И этих людей никто не сажал в тюрьмы, их никто не расстреливал. Потому что и сталинское руководство, и высшее руководство понимало вооруженных сил, что действительно это бесполезно. Нужно либо доукомплектовать как-то людей для того, чтобы начинать новые контратаки, контрдействия, либо менять позиции, либо отступать. Это тоже было своего. Это тактика войны. Отступление, в этом нет ничего страшного. В годы Великой Отечественной войны Красная Армия отступала аж до Москвы. И ничего, победили врага. Постепенно, постепенно. Но, видимо, украинские полководцы, если их так можно назвать, они не знают истории. Они только, может быть, понимали, им это внушали, что Бандера, сидя в Польше и в Германии, вел прекрасную войну с красноперами и немцами на территории Украины. Оттуда он руководил. Вот и они так руководят, находясь черт знает где. А солдаты сами по себе находятся на боевых позициях, на опорных пунктах, принимая по радио какие-то указания, а иногда вообще не принимая неделями. Просто сказано «сидеть» и все. И они сидят. Без еды, без воды, без боезапаса. Тяжелая обстановка в этом случае ожидает тех, кто не решит сдаться под Покровском, Красноармейском, настоящее название этого города. Поэтому я бы советовал, очень советовал тем, кто нас слышит, может быть, слышит, предпринимать все свои попытки сохранить себе жизнь. Ну, смотрите, призыв, тянет на уголовную статью, на самом деле. Но тут же важен реальный расклад сил. Ну, хорошо, Покровска не будет. Зеленский сделает вид, что у нас очередная фортеця, ну да, ничего страшного, и все продолжится по новой. А какие военные перспективы открывает взятие Покровска? Выход на Славянский Краматорск. Напрямую причем. В один переход в течение суток. Вот. А как известно, ни в Славянске, ни в Покровске нет особых укрепрайонов. То есть, да, там предстоят тоже бои. Там есть группировки украинских войск, но такие, какие они были в Покровске, в Славянске, в Краматорске, их нет. А для того, чтобы их построить, нужно время. Время упущено. Вот. А под теми обстрелами российских ВКС, обстрелами энергетических и военных объектов, которые находятся также в этом регионе, я не вижу особых перспектив устоять в этом направлении ВСУ. Абсолютно не вижу. Что касается статьи, она уже у меня есть, Александр.
Поэтому я особо не огорчен. Причем я ее получил еще задолго до начала ведения боевых действий на Украине в 2021 году. У меня все. Юрий Анатольевич, смотрите, тут какая история. Вы упомянули вот эти обстрелы. Вот сегодня Киев. Картина, конечно, апокалиптическая. Произошел обстрел ТЭЦ, да, город в дыму, Киев. И на фоне дыма люди проводят ярмарку. Причем такие комментарии, вот, мол, как можно ярмарку, горят склады, горят вот эта промзона, ну, вроде как склады с питанием, нам так сообщили. Ну, в принципе, это стандартная история, когда нам сообщают о складах с питанием, когда о логистических центрах, что, мол, вот сгорело там детское питание, сгорели какие-то там снеки, а тут памперсы горят. Ну, то есть мы привыкли, потому что, ну, смотрите, ну, хорошо хоть так говорят. Потому что, и то говорят так, потому что, чтобы не скрыть. Ну, к этому надо относиться философски. Никто не скажет, что сгорело, извините, там, боеприпасов столько-то или какой-то амуниции. Это военная тайна. Да. Поэтому тут очень надо уже привыкнуть к этому моменту. Мой вопрос в другом. И вот говорят, вот смотрите, опять проклятый Кличко вот это устроил свои ярмарки. Одна из благотворительных организаций на неделя-полторы назад, вот где-то в этом духе, вышла с проднаборами в столице, в Киеве. И заявили, ну, по итогам, кто-то скажет, приписали. Но даже столько приписать невозможно. Все равно это очень много людей. 70 тысяч человек. 70 тысяч человек получили от благотворительных организаций продукты. Ну, то есть еду. Ярмарка, особенно в столице, в Киеве, воспринимается всегда. Так было, как место, где можно чуть-чуть дешевле, ну, там чего-то своего, каких-то своих. Я знаю, вы тоже жили на левом берегу, и там тоже регулярно проходили. Вы знаете, о чем идет речь. Это Дарницкий рынок. Дарницкий рынок, да. С соседних этих самых приезжали, сел, там что-то продавали. И осуждать за проведение этих ярмарок, ну, нельзя. Конечно. Но, тем не менее, это есть в контексте борьбы, условно, с местным самоуправлением, которую Зеленский как бы не останавливает, а только продолжает. Ну и, соответственно, отсюда такие публикации с осуждением, мол, смотрите, тут все в дыму, а тут колбасой торгуют. Как вы думаете, сейчас же очень опасный период, и помимо вот этих ожидающихся решений по мобилизации женщин, снижения возраста, об этом во всеуслышание говорят, потому что дела худо на фронте, идет же очень жесточайший удар по вот этому как раз-таки местному самоуправлению. Труханов без паспорта, смотрите, неделю целую молчит, хоть бы хны. Ну и все, судись там себе потихоньку, ходи без гражданства. На Кличко атака за атакой. Зачем ему, Зеленскому, Ермаку, офису президента, вот эти вожжи? Ну, как вы понимаете, не мне вам объяснять, Александр, что крысы, попадая в ведро, начинают грызть друг друга. Аналогичная ситуация сегодня в стране. Каждый из чиновников, неважно какого ранга, пытается спихнуть собственные просчеты, собственную вину на вышестоящего или нижестоящего подчиненного. То, что у Кличко колоссальное количество провалов, особенно в сфере гражданской обороны, а я общаюсь с киевской администрацией и, в частности, с отделом гражданской обороны. Я знаю, в каком состоянии находятся укрытия и бомбоубежища в городе Киеве. Я знаю, сколько было потрачено денег для их благоустройства. Это требует отдельного разговора. Я, если бы достал эти все бумаги сейчас вам и рассказывал, вашего эфирного времени давно бы не хватило. Поэтому с Кличко никакой ответственности, в смысле ответственности за его бездействие, а, грубо говоря, действия по уничтожению города Киева снимать никак нельзя. Но
скажу так, шансы убрать его, как Зеленский убрал Терехова, я Труханова. оцениваю... Кого? Труханова. А то Труханова. у Терехова сейчас давление поднимется, если смотрит. Да-да, извините, у Труханова. Тот и тот на букву Т. Вот. У Труханова, да, не удастся. Почему? Потому что, во-первых, абсолютно другого веса человек на Западе. Я имею в виду Кличко. Во-вторых, он является гражданином Федеративной Республики Германии. В-третьих, у него колоссальное лобби в Госдепе и в Сенате Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну, в принципе, человек известный в мире. Ну, что там греха таить. Вот. Поэтому наезд на Кличко со стороны Зеленского будет расцениваться Западом как устранение конкурента. Не более того. Вот. Я бы не сказал, что Запад рассматривает Кличко как такого ведущего политика в Украине, да, и в целом, так сказать, в этом конфликте. Но Кличко все-таки находится под каким-то иммунитетом со стороны западных держав. Не дадут Кличко схорчить на Украине. Ну, а Кличко, естественно, человек денежный, будем так говорить. Причем многие из тех денег, которые он, мягко говоря, заработал, они давно уже не вытекают из сферы его спортивной деятельности, будем так говорить. Вот. Что же касается самого Киева, да, вот этих ярмарок, ну, скажите мне, от хорошей жизни выходят такие женщины, мужчины преклонного возраста, чтобы торговать на рынке этими овощами, когда горят рядом какие-то объекты. От хорошей ли это жизни? Нет, конечно. Они также рискуют своей жизнью, но деваться некуда. Деваться некуда, потому что пенсии мизерные, причем не выплачиваются своевременно. Мало того, есть какой-то урожай еще этого года, который нужно реализовать, чтобы он не пропал. А поскольку в Киеве вы правильно... Я видел, кстати, эти кадры этой ярмарки. Ну, зная, сколько... Я часто туда ходил, как вы правильно заметили, я там жил, в этом районе Днепровском. Зная, сколько там было раньше людей, да, там не было где протолкнуться. Там были забито все легковыми машинами, люди скупали мешками картошку, лук там, ну и так далее. Это было очень популярное место. То на этих нынешних кадрах никого нет, но ряды эти торговые стояли, да, вы правильно заметили. Вот. Но покупать некому, некому покупать. И вообще, насколько я знаю, обстановка в Киеве в этом смысле не самая, скажем так, легкая. Людей практически на улицах нет. Людей, одинокие какие-то выходы, там, в магазин, в больницу, вот, где-то кто-то идет там в банк, но никаких гуляний таких особых в Киеве не присутствует на сегодняшний день в связи с участившимися обстрелами, я опять повторюсь. Сегодняшней ночью, да, били по ТЭЦ, Киевской ТЭЦ. Вот это практически рядом с моим домом, там в 500 метрах. Вот. Еще неизвестно мне надо еще связаться, узнать, в каком состоянии тоже моя квартира находится. И Бог ли миловал, так сказать, этот дом, в котором я раньше жил. Поэтому ситуация в Киеве тяжелая. А еще если учесть, что на сегодняшний день выбивается вся газовая структура украинская на территории Украины. Я об этом уже заявлял и сам Кличко, что будут очень большие проблемы с отоплением домов, жилых домов в эту зиму. Если, как говорится, она будет суровой, то я не завидую украинцам. Придется, как я и раньше им советовал, все-таки переезжать где-то в деревне, снимать какие-то хаты, потому как там выжить гораздо проще, чем в бетонных этих клетухах, без отопления, без еды, без
живого огня, чтобы согреть себе хотя бы чай или сварить какого-то супа. Вот. Я не завидую в эту зиму своим соотечественникам в Киеве. Не дай бог, конечно. Это будет очень тяжелая для них зима. Но особо власть это не заботит. Вот что можно сказать со всей ответственностью, абсолютно не кривя душой. Ни Кличко, ни Зеленского, ни народных депутатов, которые себе в очередной раз повысили зарплату, это абсолютно их не волнует. Да, вот есть отдельные там, и то скорее женского пола, потому что женщина беду чувствует, неважно каких она идеологических убеждений, она хоть и поздно, да, но чувствует беду гораздо острее, чем мужчина. И вот многие из них, да, те, кто находится сегодня в Верховной Раде, являясь депутатами, высказывают не самые лицеприятные эпитеты в отношении власти, но их можно понять. Конечно, их можно понять. Но заодно задать вопрос, а что вы думали раньше, когда шли по спискам слуг народа, когда избирались в эту Верховную Раду, понимая, что если Верховная Рада не будет работать на мир на Юго-Востоке, в первую очередь, и выполнение Минских соглашений, то война зайдет в тупик. Для Украины, прежде всего. Это тупиковая будет ситуация. Об этом я предупреждал даже, выступая на эфирах украинских. Хотя я не являюсь народным депутатом. Я говорил, что боевого столкновения между Украиной и Россией не избежать. Такова уже нынешняя ситуация. Вот к чему все пришло. Да, ну и в завершение, Юрий Анатольевич, прогнозы, конечно, такие тяжелые. Ну, вы говорите, власть не волнует. Почему не волнует? Волнует. Зеленский же во время вот этих... Это же очень классный аргумент. Он использует вот это все как классный аргумент. Вот в Европе, например, сидит, рассуждает. Ну, у вас же есть патриоты. Стоят, пылью припадают, говорит Зеленский. А нам нужны, у нас они постреляют, для дела будет, хорошо будет. Заявление его о том, что Путин планирует зимой устроить гуманитарную катастрофу. Опять-таки, политически оно на руку Зеленскому в том плане, что смотрите, люди страдают, мы как можем справляемся, мы и воюем, и людей спасаем, и фронт держим, и как бы там помогаем, и стараемся. Европа, дайте еще денег. Ведь по большому-то счету все крутится вокруг эти, ну, вокруг дайте оружие, дайте денег. И ситуация, которую там вы описали, на примере Киева, она же там, это же подкреплено, например, там выходит Соловьев и давай рассказывать, не будет жизни в Харькове, не будет в Полтаве, не будет в Николаеве, не будет в Одессе. Это все как бы одна вода, которая льется на одну мельницу. Мельницу поддержки самого Зеленского. Почему не работает другая логика? Ну, условно, просит Зеленский, давайте там прекращение огня. Ну, так взять и остановить огонь. А украинцы, которые без войны, начнут воевать, получается, с вот этой властью. И, в общем, бороться за свое будущее. И снимать Зеленского, сносить, менять... И, в общем, так сказать, убирать этот режим, если проблема в режиме. Александр, вы меня рассмешили. Как только прекратится огонь, все ломанутся свергать Зеленского. Ну, смешно, ей-богу. Вы же сами понимаете, что огонь не прекратится. Это уже дала понять четко российская власть. И верховный главнокомандующий в лице Путина. Вот. Я уже этот вопрос не буду лишний раз комментировать, потому что я об этом сказал ранее, сегодня. Что касается свержения власти может произойти. Да. Я, кстати, в это свято верю. На почве вот этих бесчинств ЦЦК. Вот это может произойти. Причем здесь достаточно, вот я вам серьезно говорю,
Здесь надо это дело просто организовать. Сейчас вы мне опять статью пришьете, что я учу украинских граждан, как свергать ненавистный режим Зеленского. Нет, ну просто нет, действительно, на Украине все оппозиционеры давно сидят по тюрьмам. Их десятки тысяч. Они сегодня все сидят в тюрьмах украинских, кто не успел уехать. А в одиночное сопротивление, то с гранатой, как вы сказали, в электричке, то через двери шмаляет из пистолетов ТЦКшников человек, защищая свою квартиру и себя лично, и свою семью. Это уже есть, это присутствует. Я еще удивляюсь, как люди, имея на руках огромное количество огнестрельного оружия, незарегистрированного, как они до сих пор еще не сопротивляются, понимаете? Организованно. Вот это меня больше всего удивляет. Им что, нужно прислать какого-то человечка из Госдепа, как это было на Майдане, раздавая булочки и печеньки, чтобы организовать это сопротивление этой власти? Я вот этого не пойму. Доколе можно терпеть это? Да, я не имею оружия, хотя у меня его искали, дважды искали, перевернув всю квартиру, не нашли ничего. Вот. Я своим словом пытался вразумить украинских граждан, что эта власть губительна для страны. Она приведет страну не только в хаос, она ее бросит в пропасть, что, собственно говоря, уже произошло. Люди, оглянитесь. Оглянитесь, если еще раз у вас есть еще что-то в голове. Куда уж дальше? Вы ждете, сидите в своей квартире, пока начнут вламываться в ваши квартиры, а это скоро будет. Поверьте мне. Если человек сидит дома, это еще не значит, что он сегодня защищен. Выдадут новую какую-то директивку, которая позволит ТЦКшникам с прислугами из полиции вламываться, выламывать двери, высверливать, выпиливать и грубо заходить в ваше жилье. Тогда что? С кухонным ножом будете бросаться? Ну, ситуация, я говорю, очень тяжелая в этом плане. Для украинцев на сегодняшний день я даже не могу подсказать какого-то правильного решения. Единственное, что я всегда советовал, это выехать из страны, сохранив жизнь. Хотя бы своим женам, своим детям. Вот это надо делать. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего доброго, Саша. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. До скорого.